Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. И сегодняшняя тема – это очередной выпуск о любимых парфюмах звезд. И начнем мы с яркого, эпатажного, неординарного, возможно, в некоторых моментах ходящего по грани, но, тем не менее, очень интересного и необычного Алексея Жидковского. Мне кажется, Алексей очень яркий, действительно запоминающийся персонаж. Многим он интересен, и, по крайней мере, мне за ним очень интересно наблюдать. Иногда он может рассмешить меня, иногда он очень такой дерзкий в своих высказываниях. Дерзкий, но иногда действительно точный. И совсем недавно я посмотрела интервью Алексея, где он рассказывал о своих любимых парфюмах, и о двух из них я расскажу сегодня вам. Сам Алексей признался, что он очень любит марку Hermès, и у этой марки ему нравятся практически все парфюмы. Это то, что действительно ему подходит. Итак, например, в числе любимчиков Алексея Жидковского парфюм Orange Verte от марки Hermès. Сам Алексей сказал, что у него этот парфюм ассоциируется с такой богатой, роскошной жизнью. Мне кажется, это отличный унисекс-аромат, подходит и мужчинам, и женщинам, и он на самом деле очень универсален, подходит на все случаи жизни, для любого времени года, звучит действительно хорошо, комплиментарно, ярко и очень интересно. Мне нравится сочетание цитрусовых и таких зеленых, ярких, свежих нот. И в этом парфюме ноты лимона, мяты, мандарина, апельсина, дубового моха, пачули, а также лист черной смородины, который придает ему такой немножко терпкости. Также Алексей сказал, что уже многие-многие годы он не изменяет одному парфюму, а именно это парфюм Milady от Bottega. И так случилось, что бренд решил остановить производство данного аромата, и по признанию самого Алексея, он даже закупился впрок этим парфюмом, так как побоялся, что больше не сможет его купить в будущем. Парфюм действительно прекрасен. И это уже не унисекс направление, это женский парфюм, так заявляет сам бренд. И мне тоже кажется, что он действительно в женскую сторону. Но, как мы видим, мужчины иногда тоже пользуются женскими парфюмами, как, впрочем, и мы, женщины, можем использовать мужской парфюм для себя. Аромат был выпущен в 2016 году, и мои эпитеты к нему – это женственность, такая роскошная женственность, очень красивый, уверенный в себе. И я могу назвать его нескромным, очень ярким. Когда вы в нем, вы как будто бы сразу заявляете о себе, вы заполняете собой все помещение, и у вас просто нет шансов остаться незамеченным. Здесь очень красивый цветочный букет, сочетание розы, жасмина, фиалки. И все это цветочное великолепие оттеняется нотами пачули. Звучит дорого, интересно, богато, нескромно, ярко и запоминающееся. В верхних нотах здесь фиалка, морские ноты и черная смородина. В средних нотах прекраснейший букет из гвоздики, жасмина и розы. И в базе ваниль, мускус, пачули и дубовый мох. Ну а следующая звезда в этом выпуске – это прекрасная Хейли Бибер. Молодая, успешная, яркая, красивая. Сейчас Хейли знаменита и уже не только как племянница Алика Болдуина, не только как жена Джастина Бибера. Карьера Хейли набирает обороты, она сейчас на пике своей популярности, ее косметический бренд также достаточно популярный, и ее блески хотят просто все, мне кажется. И в числе своих парфюмерных любимчиков прекрасная Хейли называет флёр наркотик. Этот аромат тренд, аромат очень модный последние годы, он любим многими, и действительно он очень интересный, очень яркий, прекрасный аромат. Аромат также обращает на себя внимание, он такой дерзкий, нескромный, очень яркий, запоминающийся, искристый, манящий и притягательный аромат, и в нем также вы не останетесь незамеченной. И для меня это очень такое красивое, яркое сочетание белых цветов и цитрусовых нот. Уже с верхних нот он стартует очень ярко, искристо, задорно, личи, персиком и бергамотом. В средних нотах уже здесь вступают цветочные ноты, а именно это пион, молекула питалия, жасмин и цветок апельсина. И в базе мускус, мох и древесина. Прекрасный модный аромат, выбор прекрасный и модный Хейли Бибер. Ну и закончить сегодняшний выпуск я хочу прекрасной,
очень красивой, статной первой леди Америки Мелании Трамп. И все мы знаем, что начинала свою карьеру Мелания как супермодель. Она была очень успешна, действительно красивая, статная, грациозная, с очень таким пленительным, манящим взглядом. А сейчас это уже первая леди. В ее взгляде появилась сталь и холод, уверенность в себе, которая, впрочем, мне кажется, всегда ей была присуща. И в одном из своих прошлых выпусков я уже рассказывала, что среди любимцев Мелании аромат Шанель номер 5. Но, конечно же, как у любой женщины, Мелания имеет множество парфюмов, которым она дает предпочтение. И сегодня мы разберем один из них, а именно это аромат Naxos от Ксержо. Аромат действительно достойный, очень необычный, интересный и красивый. Мне нравится в нем сочетание меда, лаванды, чуть-чуть цитрусовых. И то, что эти ноты, они как будто бы в окружении корицы и такого нежного тонкого табака. Очень красиво, дорого, глубоко звучит. Прекрасный парфюм. Аромат комплиментарный и обращающий на себя внимание. Звучит многогранно, переливчато, также красиво играет нотами. Действительно достойный выбор. И особенно мне нравится, как он раскрывается в холодное или прохладное время года. Летом он, мне кажется, немножко тяжеловат на жару, но здесь это все-таки личный выбор и личные вкусовые предпочтения каждого. Верхние ноты – это лаванда, бергамот и лимон. Средние ноты – мед, корица, жасмин и кашмира. И в базе табак, ваниль и бобы тонка. Но на сегодня у меня все. Спасибо, что вы были со мной и смотрели это видео. Спасибо за ваши лайки, комментарии, а также за вашу подписку. Я все это очень ценю и очень вам благодарна. Ну а я, как всегда, хочу пожелать вам хорошего дня и прекрасного вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!